Добрый день, дорогие друзья! В этом выпуске вашему вниманию будет представлена Formosa 51, а точнее ее технические параметры. Яхта Formosa 51 привлекает к себе внимание прежде всего своим экстерьером. Внешний вид яхты как будто всплыл из детских представлений о благородных и совсем не злых пиратах. Все в этой лодке пронизано духом романтики. Но сегодня мы обратимся к цифрам, для того, чтобы иметь более полное представление об этой яхте. Обычно перед тем, как начать анализ лодки, я даю краткую информацию об истории верфи. Но сегодня тот случай, когда о верфи, создавшей такую известную яхту, крайне мало информации. Итак, известно следующее. Верфь называлась Formosa Boat Building и размещалась она на Тайване. Известно, что верфь большую часть своих проектов реализовывала на других верфях, таких как Тачао и Transworld Boat Building. Деятельность этих верфей сильно пересекается друг с другом. Верфь Formosa строила лодки Formosa, верфь Тачао строила CET, а Transworld Boating Building строила кетч Transworld 41. Все с более-менее одинаковым корпусом, все немножко отличаются сверху и внутри. Transworld – это версия с центральной кабиной. Верфь Formosa также имела версию их лодки с центральной кабиной. Буду признателен, если вы сообщите мне еще какую-либо информацию о верфи Formosa Boat Building. У нас будут еще выпуски с лодками Formosa, и я смогу дополнить информацию о верфи. Дизайнером яхты является Уильям Гарден. Уильям Гарден прожил 93 года с 5 ноября 1918 года по 29 апреля 2011 года. За свою жизнь создал более 650 проектов судов, главным образом парусных яхт, в том числе таких как Mariner 36, Gulf 40, Formosa 51 и CT 41. Кавалер высшей награды Канады, член Ордена Канады. Родился в городе Калгари. В возрасте 10 лет переехал с родителями в Сиэтл, штат Вашингтон, США. По окончании школы изучал судостроение в технической школе Эдисона, позже ставшей частью Центрального колледжа Сиэтла. Работал в компании Andrews Boat Company и уже к 24 годам спроектировал более 50 судов. Получив лицензию проектировщика морских судов, открыл свою проектно-дизайнерскую контору в Вашингтоне. В конце 60-х годов переехал в Канаду, город Виктория, и, приобретя неподалеку остров, продолжил свою работу. В Музее Америки и моря имеется экспозиция, посвященная Уильяму Гардену. Ссылка под видео. Как обычно, напоминаю, что на канале Идеальный круизер мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Итак, Formosa 51. Дизайнер Уильям Гарден. Годы выпуска с 1972 по 1984 год. Материал корпуса Fiberglass. Тип оснастки Staysail Ketch. Мачты имеют наклон на корму, как у шхуны. Лодка имеет длинный киль. На некоторых экземплярах есть носовая подрулька. Интерьер обильно украшен резьбой по дереву. На палубе много фигурных деревянных элементов, которые создают ощущение комфорта и запоминающийся вид. Есть центральная рубка с рулевым постом. Довольно длинный бушприт с ватерштагом. Емкости чаще всего уже замененные, поэтому их объем примерно. Объем бака для воды 1000 литров. Объем топливного бака 980 литров. Цены разные. Примерный диапазон от 140 тысяч до 220 тысяч американских долларов. Основные размерности. Длина корпуса 51 фут. Длина корпуса по кильваторной линии 39,58 фута. Ширина корпуса максимальная 14,8 фута. Осадка 6,23 фута. Водоизмещение 56 тысяч фунтов. Площадь парусности 959 квадратных фута. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг
Минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Формоза 51 значение фактора энерговооруженности равно 10,53. Это намного меньше эталонного значения. Добавим плюс к условному комфорту. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути, показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 403,19 больше, чем у эталона. Лодка относительно тяжелая для своей длины. Добавим плюс к условному комфорту. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Формоза 51 значение равно 59,44. Это очень большое и очень хорошее значение. Это значение находится где-то между значениями для Тринтелла 5, которое равно 51,85, и значением для Nordhaven 56 ms, которое равно 64,83. Разумеется, это плюс к условному комфорту. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,42. Это великолепное значение. Из рассмотренных нами яхт лучше только у Nordhaven 56 ms, а 1,41. Плюс к условному комфорту. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей остойчивости. Значение 0,21 значительно меньше эталонного. В данном случае предпочтение отдано остойчивости формы. Добавим плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Для крейсеров более характерны умеренно стройные, то есть не узкие и не слишком широкие корпуса. Для Формоза 51 значение равно 3,62. Значение больше, чем у эталона. Это значит, что относительная ширина лодки меньше, чем у эталона. То есть корпус относительно узкий. Это плюс к условному драйву. Проектная скорость корпуса. Для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 8,43 узла. Это намного больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Формоза 51 значение равно 0,9. Это существенно меньше эталонного значения. Можно сказать, что лодка перетяжеленная. Конечно, это плюс к условному комфорту. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 5 377 885,68 фунта на фут в квадрате. Это очень большое значение, и это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем остойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у остойчивых – малый. В нашем случае период равен 6,5 секунды. Это значение очень большое. Больше только у Nordhaven 56 ms – 7,1 секунды. Добавим плюс к условному комфорту. Показатель остойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы. Валкими со значением более 1,5 единиц.
Значение 1,52 означает, что лодка валкая. И это первая валкая яхта в наших обзорах. Минус к условному драйву, а значит плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 G это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинаются недомогания. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Формоза 51 значение ускорения бортовой качки равно 0,03 G. Это прекрасное значение. Кстати, точно такое же, как у Nordhaven 56 MS. Разумеется, это плюс к условному комфорту. Подведем итог по Формоза 51. Итак, Формоза 51 набирает 7,7 балла в рейтинге «Идеальный круизер». Лодка довольно тяжелая, даже перетяжеленная. Довольно маленькие значения фактора энерговооруженности и фактора скорости. Но зато выдающиеся значения фактора комфортности, риска опрокидывания и ускорения бортовой качки. В целом можно сказать, что это тяжелый и весьма комфортный по мореходным качествам круизер. Если вам нравится драйв и скорость, то это не ваш выбор. Если для вас важен комфортный яхтинг, то эта яхта очень даже достойна вашего внимания. Лодка с хорошими мореходными качествами и неспешным характером. Хотите, просто живите на ней, хотите, идите в кругосветку. Несмотря на то, что Формоза 51 занимает 21 место в рейтинге «Идеальный круизер», она производит очень хорошее впечатление и является очень достойным круизером. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает лишь то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. При выборе конкретной лодки стоит руководствоваться в большей степени ее показателями. Итак, на первой странице рейтинга Halberg Classic 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Island Packet 40, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Ketch, Nautica 40, Trintella 57A, Amel Super Maramut 2000. На второй странице шхуна Cherubini 48, Haber 34 C4, Halberg Classic 40 C, Garcia Exploration 45, Boreal 47.2, Maudit Exalon 41, Bavaria 42, Trintella 5, CNC 35 Mark 1, Nordhaven 56 MS. И на третьей странице Формоза 51. Благодарю зрителей канала Савелия С. и Андрея Андрюшина за предложение рассказать о Формоза 51. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале «Идеальный круизер».